Начнем с картофеля. Я его уже очистила и помыла. И теперь его нужно нарезать на вот такие вот кружочки, толщиной примерно полсантиметра. Можно использовать специальную терку или даже кухонный комбайн, но я обычно нарезаю просто ножом. Получается довольно-таки быстро. Нарезанный картофель выкладываем в форму для запекания. Теперь нужно добавить специи. Обязательно соль, черный молотый перец, молотую сладкую паприку и немного сушеных пряных трав. Наливаем 1-2 столовые ложки растительного масла и хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Отправляем картофель в духовку запекаться при температуре 180 градусов где-то 20-25 минут. Пока картофель запекается, подготовим остальные ингредиенты. 1 луковицу нарезаем достаточно мелко. На раскаленную сковородку наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. Обжариваем лук буквально пару минут до полупрозрачного цвета. И выкладываем мясной фарш. Можно использовать абсолютно любой. У меня сегодня, например, говяжий. Обжариваем фарш несколько минут и добавляем специи. Немного соли и черного молотого перца. Перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились, и обжариваем мясо до готовности. А пока натрем сыр на мелкой терке. Нам нужно 100-150 грамм сыра, желательно тот, который хорошо плавится. Примерно столько сыра у меня получилось. Итак, картофель уже готов. Он уже очень аппетитно зарумянился. Теперь сверху на картошку выкладываем уже обжаренный фарш. Равномерно распределяем, чтобы получился одинаковый слой. И теперь в конце самый верхний слой – это сыр, который мы натерли на терке. Тоже равномерно его распределяем. Отправляем наше блюдо в духовку еще минут на 15-20, запекаться при температуре 180 градусов. Теперь достаем, и все. Вкуснейший ужин или обед для всей семьи готов. Быстрое, сытное блюдо, которое, я уверена, понравится абсолютно всем.